Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Почитала ваши хвалебные комментарии, и улыбка просто не сходит с лица. Сегодня я взяла 4 джинсовых квадратика и 4 квадратика из обычной хлопковой ткани. Они у меня одинакового размера, 12 на 12 сантиметров. И вот из хлопковой ткани вот так вот складываю треугольничком и заглаживаю. Совсем ничего сложного. Девочки, такая красота в результате получилась. Смотрите, пожалуйста, до конца, потому что я буду еще работу над ошибками проводить. Я тут кое-где накосячила, но я делаю такое в первый раз на ваших глазах, а вы моих ошибок уже не повторите. Вот смотрите, вот так вот беру свой сложенный квадратик, который уже стал треугольничком, сгибом в центр я его укладываю и вот укладываю так, чтобы совпадали у меня стороны с джинсовым квадратом. И потом один из уголков треугольника загибаю к углу квадрата и закрепляю все булавочками. И так делаю с каждым квадратиком и треугольничком. Этот лоскутный блок, который я делаю, получается как бы в технике оригами. Вообще оригами — это японское искусство складывания из бумаги фигурок, но можно складывать и из ткани. Если обратите внимание, я свои квадратики раскладываю не абы как, а так, чтобы вот в результате у меня получилась такая вертушка. Вы обратили внимание, что пока что ничего сложного не было? И я вам обещаю, что и дальше ничего сложного не будет. Со всем этим справится даже самый новичок. Потом иду на машинку, чтобы вот прошить вдоль длинной стороны своих вертушек. Вот прошила, я шью на расстоянии вот прямо где-то 3 миллиметра от края. И после того, как прошила все, складываю попарно блоки и иду их сшивать попарно. После того, как я сшила между собой попарно блоки, снимаю уже иголочки, которые держали у меня, и разглаживаю шовчики. Так как здесь в некоторых местах по несколько слоев ткани, то, конечно, отпариваю хорошенько, чтобы у меня все это легло на разные стороны. После того, как я отгладила обе своих половинки, складываю их, совмещаю швы, ну шов тут один у нас, так, чтобы он прямо один на другой находил. Тогда у нас все получится ровненько и аккуратненько. Скалываю булавкой, также по краям скалываю, чтобы у меня уж точно ничего не сместилось никуда. И иду опять шить. Девочки, почерк такой делать, что прошил, прогладил. Поэтому опять показываю все этапы для самых новичков, которые только начинают. Единственное, что я не всегда показываю, это как я шью на машинке, но это такой процесс, который и не обязательно. Главное пальчиком провести линию, показать, где я буду шить. Смотрите, какая получилась красота после сшивания. И я сделала не один такой блок, я сделала, вот смотрите, еще из органзы я лепесточек сделала, и один блок я сделала полностью цветочек, эту вертушку из органзы. Очень нарядно смотрится, как банты прямо, эти лоскутные блоки. Но это еще не все, мы же на этом не останавливаемся. Дальше я вырезала квадратики размером 10 на 10 сантиметров. И точно так же, как вот эти оранжевые, процесс уже известный. И я легким движением утюга превращаю квадратики в треугольнички. И беру свои блоки готовые и точно так же в уголочек складываю, совмещаю стороны, а сгиб у меня получается в сторону центра. И прошиваю по краешку, отступая 3 миллиметра. После этого я нахожу примерный центр моего вот этой гипотенузы треугольника и заворачиваю его на внешнюю сторону и заглаживаю утюгом. Я стараюсь так заглаживать, чтобы вот самые края, которые ближе к краю, оставались не заглаженными, потому что мы будем сшивать эти блоки, и если мы загладим прямо до самого края, то мы значительно увеличим толщину припуска и будет сложно сшивать. Вот смотрите, что уже получилось. Я сделала не только с одной стороны, но и с противоположной стороны такие же вот зелененькие треугольнички. Также их одинаково загнула и зашила вот это вот закругление, чтобы получилось. И теперь попарно сшиваю свои блоки с вертушками. А я припуски делаю примерно 5 миллиметров. На ширину лапки, я бы сказала, буду прошивать. Сшила между собой, швы отутюжила. Это реверанс в сторону тех, кто хочет, чтобы я не гладила, а утюжила. У меня хорошее настроение, поэтому я могу
и так сказать. Ну, теперь смотрите, складываем две половинки нашего будущего уже блока большого, совмещаем все швы, скалываем иголочками, булавочками, чтобы у нас все было ровненько и аккуратненько. И после скалывания идем на машинку и прошиваем, сшиваем между собой две половинки. Вот что получилось после сшивания. Плюс я еще добавила по бокам, по сторонам, со всех сторон с полоски по 3 сантиметра шириной. Но вообще-то я уже сделала наволочку полностью целиком, но я хотела бы поговорить теперь об ошибках, которые я допустила. Вот смотрите, вот эти вот квадратики из ткани я делала точно такого же размера, как и джинсовые, 12 на 12. А надо было сделать их поменьше, потому что у меня вот эти остренькие уголочки, которые должны быть остренькими, они всюду у меня ушли в припуски, и из-за этого выглядит не очень аккуратно. Потому что вот если бы я сделала хотя бы 11 на 11, это было бы гораздо симпатичнее. Второй момент, это вот с этими зелеными квадратиками. Я, видите, вот со всех сторон у меня уголки совпадают, а в одном месте вот здесь вот не доходит как бы с правой стороны вот этот уголочек. Надо было как-то либо отмерять вот до края квадрата, смотреть, сколько остается. Почему у меня так получилось? Вот надо вот этот момент контролировать. А я думала, что ну, сойдется все, безусловно, потому что одинакового размера треугольнички. Наволочку обратную сторону я сделала такого же цвета, как и вот зеленая вот эта ткань у меня. И можно было бы сделать еще и по бокам уголочки вот такие тоже закругленные. Тогда бы моя вертушка каждая оказалась как бы в круге. Но я не стала делать, а вы можете вот в круг в такой вот ее обрамить. И еще один момент в пользу того, что вот для вертушки вот эти ткани хлопковые надо складывать поменьше, делать квадратики, потому что, видите, вот я швы делала ровные, они у меня все сходятся, но из-за того, что вот подходят к этим швам с разных сторон не острые уголки, то выглядит как-то неаккуратненько. Ну вот надела уже я наволочку свою на подушечку. Смотрите, какая красота. Прямо действительно выглядит, как будто она в бантах. Такая девочка-припевочка подушка. Очень симпатичная, несмотря на мои недочеты все равно прям вот так вот присматриваться никто не станет, я думаю, кроме вас, которому я уже все свои недочеты рассказала. И я с удовольствием добавила эту подушечку в компанию к этим своим близняшкам, которые две одинаковые у меня. Кстати, кто не видел видео по этим близняшкам-подушкам, я оставлю обязательно в описании ссылочку. Возможно, вы захотите повторить такие подушки. Как говорится, думали двойняшки, а оказалось тройняшки. Они очень хорошо смотрятся вместе. И вот это вот как будто в бантах девочка-припевочка. Мне очень нравится. Получилось очень нарядно и, я бы даже сказала, эффектно. За счет вертушки из органзы создается такое праздничное настроение. В общем, классно получилось. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.